Сегодня наша презентация будет посвящена экономике молочного животноводства, поэтому я думаю, что вопросов будет много. Мы готовы будем на них на все ответить. Hear me okay? Yes, we can hear you, we can see you. Excellent. All should be fine. How is the weather, Hugh? Weather is very hot and very humid. So we've had a lot of thunderstorms and lightning, but it's probably 28 to 30 degrees in the day, so it's very humid. And how about with you? It's also very humid and very, very wet and raining and only 15 degrees. Oh, really? У нас с вами, коллеги, у нас с Хью, с нашим спикером, погода одинаковая. Очень влажно, очень сыро там, где мы находимся. Центральный регион России и Уэльс в Великобритании. Погода одинаковая. Напишите, какая у вас погода. Как дела? Как идет убор урожая? Well, most of our people are everywhere, so have different weather. Of course, yeah. Our listeners. Добрый день еще раз всем присоединяющимся. Я вижу, что количество людей растет. Сейчас еще 2-3 минуты, и мы будем начинать. Спасибо, что выделяете время посередине рабочего дня. Мы это очень ценим. It's the main holiday season in Russia. When would most people go on vacation? Well, it's any time in the summer. We don't have this designated time for holidays for everybody. July, August is traditional. Yeah, same for us, yeah. Коллеги, еще раз хочу вам напомнить, как пользоваться чатом. Под презентацией, под слайдами вы можете найти облачко, нажав на которое вы попадете в чат. Для того, чтобы написать всем участникам чата, там висит уже сообщение от меня, от Натальи Козловой. Чтобы написать сообщение всем участникам в чате, нужно выбрать All attendees, это все посетители, или All panelists, все панелисты, это все мы с вами. Тогда все будут видеть ваши вопросы. Well, it's 12 o'clock. I suggest we will start. Okay. Добрый день, друзья. Мы начинаем 12 часов дня. Меня зовут Таисия Мортенсен, и я очень рада приветствовать вас на очередном нашем вебинаре от компании Zinpro Corporation. Сегодня пятница, 14 августа, и сегодня с доктором Хью Макконахи мы будем разбирать презентацию, посвященную экономике молочного животноводства. Я вижу, что люди продолжают присоединяться, поэтому это все нормально. Я уверена, что сегодняшняя презентация будет не совсем стандартной и, возможно, будет вызывать какое-то количество вопросов. Мы с этой целью и планировали сделать обзор экономики с разных точек зрения, для того, чтобы общими усилиями все-таки стремиться к тому, чтобы поднимать эффективность и прибыльность животноводства в России и СНГ. Начну с того, что еще раз представлю нашу компанию для тех, кто будет, возможно, смотреть позже. Меня зовут Таисия Мортенсен, менеджер по развитию по КРС, по направлению КРС в России. Компания Zinpro Corporation представлена в России около 3 лет. Мы работаем во всех регионах, не только в России, но и в странах СНГ.
Компания занимается минеральным кормлением, микроминеральным кормлением для всех промышленных видов животных. Это и свиноводство, и птицеводство, и, конечно, нас с вами больше всего волнует КРС, мясной, молочный, рогатый скот. Наша команда в России представлена моими коллегами. 3 человека работают на направлении крупного рогатого скота в России. Это Ольга Гусева, это Александр Родионов и я, Таисия Мортенсен. С нами в чате, как всегда, присутствуют наши коллеги по маркетингу и Надежда Малова, которую вы уже, наверное, знаете очень хорошо. Также присутствует в чате, будет с удовольствием собирать все ваши вопросы. Вопросы мы разделим на 2 части. У нас посередине презентации будет сделана большая пауза, чтобы можно было попить воды и немножко сбавить темп. И мы ответим на часть поступающих вопросов. И потом в конце презентации также ответим на все ваши вопросы. Постараемся, по крайней мере. Презентация сегодня будет достаточно длинная и очень интенсивная, поэтому не расходитесь, оставайтесь с нами, будет очень много интересного. С нами наш любимый спикер – это Хью Макконахи, доктор Хью Макконахи из Великобритании, специалист компании Zinpro Corporation. И сейчас я передам ему слово, он расскажет пару слов о себе и о теме нашей презентации, и мы начнем. So I have presented the company as always, Hugh and the team in Russia and yourself. And I suggest that you say a couple of words about yourself and then we will jump right on. Добрый день, коллеги. My name is Hugh Макконахи. As Taisha mentioned, I'm a dairy nutritionist for Zinpro Corporation. And I've worked in the dairy industry now for over 30 years. Добрый день, коллеги. Меня зовут Хью Макконахи. Я являюсь специалистом по кормлению компании Zinpro Corporation. И опыт в животноводстве, в молочном животноводстве Хью больше 30 лет. A lot of my time for Zinpro is actually spent in Russia, so I'm quite familiar with the agricultural industry in Russia, and obviously learning more all the time as I spend more time there and enjoying every minute of it. Большая часть опыта международной поддержки Хью приходится как раз на Россию, поэтому Хью Макконахи очень часто приезжает к нам в страну, когда обстоятельства позволяют, понимает, как построено наше животноводство, как выглядят наши фермы. С большим удовольствием приезжает в Россию, ему очень нравятся и люди, и фермы, и наш интерес и профессионализм к этому вопросу, поэтому с большим удовольствием всегда работает с Россией. Okay, so in terms of education, I have a diploma in agriculture. I have an honors degree in animal science. And during my honors degree, I specialized in nutrition of the dairy cow. And then I have a PhD in lactation physiology, where I helped to develop a in vitro culture of the mammary gland. Опыт профессиональный доктора Хью Макконахи – это диплом общего характера в сельском хозяйстве, диплом с привилегиями, с отличиями в сфере научного животноводства в отношении молочных коров и кормления молочных коров. И также докторская работа посвящена лактации и физиологии лактации крупного рогатого скота. И детально, в чем заключалась работа, это выращивание инвитро и разработка исследования инвитро эпителиальных клеток молочных желез и для лактирования, для понимания того, как работает лактирование у крупного рогатого скота. Okay, so that's my education, and in terms of my work experience, I've worked in all aspects of the dairy industry. С точки зрения профессионального опыта уже рабочего, Хью занимал любые позиции с самого низу до самого верха и работал
во всех аспектах животноводства и с практической точки зрения, и с научной. So I worked on dairy farms as a herdsman, as a herd manager. На ферме работал как, наверное, у нас это называется производственный директор, да, или производственный руководитель, управляющий стадом. I worked in a number of research institutes. Работал в нескольких исследовательских институтах. I've been a farm manager. Руководителем или менеджером фермы работал. And then later I've been a nutritionist for a feed company in the UK. I've managed the technical team of a feed company. And now, like I say, I'm a research nutritionist for Zimpro Corporation. And I've worked for Zimpro for the last 2 years. Потом работал уже с точки зрения кормления и с научной точки зрения специалистом по кормлению и руководил отделом нутрициологов одной из кормовых компаний Великобритании. И более 2 лет назад присоединился к компании Zimpro в виде технического руководителя по кормлению, который работает от лица Zimpro Corporation по всему миру, поддерживает команды и животноводческие фермы в большом количестве стран по всему миру. That's enough about me. Let's move on to today's topic. And the title of today's topic is managing the dairy for profit and looking at the operational economics of the dairy farm. Давайте закончим говорить обо мне и уже приступим к теме сегодняшнего вебинара. Тема у нас сегодня – это организация условий содержания и то, как нам управлять всеми нашими коровами и всеми процессами на ферме с ориентиром на прибыльность. То есть какие экономические показатели операционной деятельности для нас важны, на какие нужно обращать внимание, на каких нужно останавливаться подробнее, для того, чтобы все-таки все это мероприятие было прибыльным. And what I want to do really is focus on 10 key areas where we can make a significant difference to the profitability of our dairies. На чем мы хотим остановиться, это 10 основных аспектов, на которые стоит обратить внимание именно с целью увеличения прибыли или оптимизации экономического состояния хозяйства для того, чтобы это все-таки было больше бизнесом, а не только животноводческим процессом. Okay, but before we start, I just want to explain to you what I mean by operational economics. Прежде чем мы начнем, давайте определимся с терминологией, как всегда, что Хью подразумевает под операционной экономикой. Okay, so I'm not an accountant, and therefore I'm not concerned with aspects of the financials of a dairy, things like return on equity, depreciation, taxations, and the income from subsidies. Поскольку мы не бухгалтеры и Хью не является финансистом, мы не будем говорить об экономике животноводства с точки зрения финансового учета. То есть не будет идти речь про возврат инвестиционных средств и окупаемость именно кредитных средств. Мы не будем говорить про амортизацию, про налоговую нагрузку любого размера фермы, а также про субсидии и то, какую роль субсидии могут занимать в прибыльности или неприбыльности фермы. Okay, so I'm more interested in those aspects of management that contribute to the profitability from the performance of the dairy. Мы больше будем говорить все-таки про операционный или производственную экономику и производственный учет. Какие моменты с физической или физиологической точки зрения, изнутри, с производства можно оптимизировать или как-то менять в ту или иную сторону, чтобы привести хозяйство к большей прибыльности. And I've just listed 2 or 3 things there on this slide, which I'm more concerned with. So things like the physical performance of the cows, the cost of forage, the cost of replacing animals in the dairy. Those are the kind of things that I want to focus on in this presentation.
На чем мы хотим сфокусироваться в этой презентации, это производственная продуктивность, эффективность животных, это общий менеджмент, это затраты разнообразные, которые так или иначе присутствуют в животноводстве, затраты на корма, затраты на замещение стада и общая рентабельность производства. Now I know, because I come from Europe, that I know that subsidies can have a big effect on how we manage our farms. Поскольку Хью у нас из Великобритании или из Уэльса, более подробно это Евросоюз, да, он говорит, я понимаю, какое значение и какую роль субсидии, разнообразная поддержка от государства может оказывать, какую помощь субсидии могут оказывать для фермы. Okay, and what we see that subsidies in the past historically have tend to compromise the improvement in physical performance on dairies. И, к сожалению, опыт многих последних лет говорит о том, что само наличие субсидий от государства снижает шансы для оптимизации физиологической продуктивности и производственного улучшения на ферме. And the most successful businesses in agriculture are those who can have very good physical performance, and they can capitalize on the contribution of subsidies as well to the farming enterprise. Наиболее успешные хозяйства и высокопродуктивные и высокоэффективные с экономической точки зрения фермы – это те фермы, которые смогли оптимизировать производственную работу наивысшим образом без учета субсидий и уже потом использовать разнообразную поддержку от государства в виде тех или иных субсидий как дополнительный доход или дополнительный бонус к и так эффективному хозяйству, которое можно было построить. Okay, so one of the key concepts I want us to adopt immediately is that one of the break-even point of financial performance. Одна из вещей, один из терминов, с которым нам нужно сразу определиться с вами, это точка безубыточности или точка 0, да, на которую нужно выйти, после которой наступает прибыльность фермы. And the break-even point, of course, is where the income from sales is equal to the cost of producing the milk or any other commodity. То есть точка безубыточности – это тот момент, когда вся прибыль от реализации любой продукции, в частности, конечно, молока, но и всего остального, что реализуется с фермы, сравнивается и покрывает полностью все затраты операционные, производственные, инвестиционные, которые были внесены или сделаны до этого момента. And of course, in simplistic terms, there's three components to this equation. You have the fixed costs, you have your variable costs, and of course, you have your sales income. Три слагаемых есть у этого уравнения. Это все затраты переменные, это постоянные затраты и есть, конечно, сумма всей прибыли, которая может их покрыть. Okay, and our objective, our sole objective should be to move our profit margin as far away from the break point as possible. Финансовая цель любой фермы – это увеличить вот эту зеленую стрелку на слайде, то есть увеличить маржу или разницу, увеличить прибыльность на как можно больше и поднять график верхней линии как можно дальше и выше от точки безубыточности. And the reason for that is because we operate in a very volatile market. So if you're operating around the break-even point, shifts in milk price or shifts in commodity price can really impact your profitability. Причины для этого очень просты, потому что рынок, на котором мы все и все фермеры во всех странах по всему миру работают, он очень нестабильный и очень волатильный и подвержен большому количеству разных факторов, которые так или иначе влияют на прибыльность или наоборот неприбыльность производства. Поэтому если
весь процесс и прибыльность конкретной фермы вращается вокруг точки безубыточности, любой из критических или рисковых факторов может, конечно, сильно навредить хозяйству и выбить из колеи. And the further you're away from that break-even point, the more sustainable and robust your business is going to be. Соответственно, чем дальше ваша ферма с финансовой точки зрения находится от точки безубыточности, чем больше прибыльность, тем не только больше денег зарабатывает ферма, но и тем стабильнее является общее производство. So there's three simple rules. We need to maximize milk sales. We need to control our variable costs. And through high production, we can then dilute our fixed costs. То есть три основных правила. Мы, конечно, должны стремиться к повышению производства молока и к увеличению товарности и объема товарного молока. Мы должны максимально контролировать всевозможные переменные затраты, которые играют огромную роль в успешности или неуспешности фермы. И таким образом мы можем при большом количестве молока и при достаточно жестком контроле всех переменных расходов мы можем не только снизить, но как бы разбавить все основные статьи затрат, которые у нас неизменны. Okay, and what's really important is that we maximize the response of the cows to variable costs. И что очень важно, это что мы должны стремиться увеличить, максимизировать ответ от коров на разнообразные переменные затраты. And of course, that comes down to management. Это можно сделать, как мы с вами прекрасно понимаем, только с помощью контроля и внимания к менеджменту. And here's just three examples, but there could be tens, there could be hundreds of different examples. На слайде Хью показывает нам три разных примера, но мы уверены, что каждый из вас может привести десятки разнообразных примеров корректного и некорректного менеджмента, который потом переводится в деньги. Okay, simple things like providing clean water and enough water for the cows. Простые вещи, как, например, предоставление большого количества чистой питьевой воды для коров. Managing the silage piles to reduce waste. Управление и менеджмент кормовыми траншеями или на некоторых хозяйствах курганами для того, чтобы минимизировать расходы и отходы некачественных кормов. Of course, providing good cow comfort because we know that comfortable cows will produce more milk. Ну и, конечно, все, что касается комфорта для коров, потому что те коровы, которые хорошо себя чувствуют, которым комфортно, они дадут в любом случае больше молока ферме. Okay, so another concept I want you to grasp or understand, and I've learned this from many years of experience visiting dairies. Еще одна концепция или понятие, которое Хью хочет озвучить, вышедшее, скажем так, являющееся результатом его практического опыта с большим количеством разных ферм. And that is that you can't tell a dairyman who is making some profit that he's losing money from poor performance. Очень сложно сказать фермеру, который зарабатывает какие-то деньги на реализации молока, и очень сложно донести идею этому фермеру о том, что благодаря низкой продуктивности и низкой производительности какие-то деньги теряются. Okay. Missing out on the opportunity to increase your profitability. То есть идея в том, что за счет низкой производительности и низкой эффективности и продуктивности мы упускаем возможности, то есть это наша упущенная выгода и упущенная прибыльность в большом количестве разных аспектов на ферме. The phrase we use is that you're leaving money on the table. Ну, фраза или фразеологизм, который используется в Великобритании, это мы оставляем деньги на столе, да, то есть мы их как бы
оставляем незамеченными и неиспользованными. Okay, and in every dairy, there's a lot of tables with a lot of potential extra profit. На любой молочной ферме есть не только кормовой стол, есть огромное количество разных ящичков, тумбочек и всяких поверхностей, на которых эти условные деньги разбросаны невидимым образом, где они все остаются забытыми и никак не собираются и не реализуются. Okay, and here's an example of some of those tables. Okay, so when we improve reproductive performance, when we improve cow comfort, when we improve forage quality, this is all ways that we can improve the profitability and pick that money up off the table. То есть это примеры на слайде в синих коробочках, это примеры тех самых столов или шкатулок, в которых закопаны невидимые деньги, благодаря открытию которых и уделяя внимание которым, и таких примеров может быть еще огромная масса, как можно эти производственные параметры или показатели перевести в живые деньги, в экономическую рентабельность. Okay, so one of the questions we often get asked is, which metrics should I be using on my dairy in order to evaluate herd performance? Один из вопросов, который нам часто задают, когда мы посещаем хозяйство, это расскажите про параметры, да? Какие метрики или индексы надо учитывать, чтобы я мог уже у себя сам оптимизировать продуктивность или эффективность моих коров? Of course, the only one that really matters is profit. Единственный параметр, который реально играет какое-то значение, это стоимость реализации и прибыльность фермы. That I would use on a dairy in order to evaluate whether or not the performance is where it should be. Но на слайде Хью собрал те показатели, помимо прибыльности, да, хозяйства, которые он, говорит, предпочитает использовать, оценивая эффективность или неэффективность любой фермы. Okay, and we're going to come back to some of these later in the presentation, but just to give you an idea, total income over feed cost is one that I... Okay, and then of course... Мы к ним вернемся позже. Мы к ним вернемся позже более подробно практически ко всем из них, но чтобы дать какое-то понимание того, какой из них что означает, достаточно распространенный показатель в Европе и в Америке – это total income over feed cost или общая эффективность рационов и кормов в структуре себестоимости 1 литра молока. And then in terms of assessing reproductive performance, my go-to metrics would be preg rate, what we call pregnancy, and something which I will talk a little bit about later is a metric called cow val. При оценке эффективности воспроизводства, все ли хорошо на ферме с точки зрения воспроизводства, Хью предпочитает работать с 3 показателями, которые один из них вам или несколько из них вам очень хорошо знакомы. Один из них будет мы будем разбирать подробно в этой презентации, в нашем вебинаре. Но это preg rate, это индекс стельности, с которым многие работают. Это показатели инвентарного учета стельности, то есть это соотношение стельности единомоментно на ферме и дальнейшее распределение по месяцам в отношении года всех стельностей фермы. И параметр, который называется cow val, то есть это оценка общей продуктивности. Хью об этом чуть подробнее расскажет. Okay, and then the other ones we really need to start to adopt on dairies are those which we can use to evaluate the contribution of forage to profitability. Мы хотим, чтобы вы запомнили себе следующий параметр или показатель, на который бы вы обратили внимание. Это взаимоотношение или индекс отношения
всех грубых кормов к количеству молока или наоборот, количество произведенного молока на определенную единицу, например, на тонну потребленных кормов. Okay, so here's just a word of warning with regards to using ratios to evaluate herd performance. Но нельзя продолжить наш вебинар, не сделав предупреждение. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что все мы с вами оперируем именно коэффициентами или ratios, да, по-английски. То есть нужно очень аккуратно относиться к разнообразным коэффициентам, производственным коэффициентам на ферме. So it's important just to not use ratios as a means of evaluating dairy performance. They can be used together with other metrics. Для того, чтобы коэффициенты были адекватными и корректными, нельзя просто использовать коэффициент, то есть какой-нибудь процент 35 или 13. Нам нужно всегда эти коэффициенты, чтобы понять, что они означают и что делать, соотносить с большим количеством других метрик или других производственных параметров, чтобы коэффициенты, еще раз повторюсь, были корректными. Okay, and I'm just going to pick up on one of those which I have on this slide, which is feed efficiency. Озвучим только один из таких примеров, когда нужно быть очень аккуратным с коэффициентами. Например, затронем конверсию корма или эффективность кормления. Okay, so it is possible to have a higher feed efficiency, yet a low profit on a dairy. Может быть такое, и такие примеры есть, когда конверсия корма на молочной ферме очень высокая, но при этом рентабельность или экономическая эффективность фермы очень низкая. Такое встречается. Okay, so let's just move on to those 10 keys to improving the profitability or robustness of your dairy. Давайте двинемся дальше. 10 основных моментов, которые мы хотим сегодня рассмотреть для улучшения общей экономики или экономической устойчивости любой молочной фермы. And on this next slide, all I'm really doing is outlining some of the values which I've used in the presentation, where I make some example calculations. На этом слайде представлены разнообразные параметры, которые так или иначе будут использоваться в дальнейшей презентации. Мы постарались сделать эти параметры адекватными для нашего с вами рынка в рублях. Обращаем внимание, что все затраты, которые так или иначе будут использоваться, упоминаться, приведены будут в чистом виде, без НДС. I hope these costs are close or quite representative of the situation in the Russian dairy industry, but I would like to make the point that the absolute values are not so important as the concepts that I'm going to introduce in the next slides. И мы очень надеемся, что может быть, мы допускаем возможность, что есть какие-то ошибки в этих цифрах. Надеемся, что затраты в рублях близки к реальности, потому что у нас страна большая, и стоимости или затраты могут очень сильно отличаться. Но на самом деле важным является не цифровое значение в рублях, 120 это рублей или 135 рублей. Намного важнее является концепция и философия подсчета и учета этих затрат и прибыли. Okay, so my first concept is that we should always be looking to optimize the milk sales from the dairy. Первая идея, первая концепция, конечно, на что все должны быть нацелены в работе, это оптимизация продаж, оптимизация объема молока, которое ферма производит, и стремление к более эффективной продаже. То есть и работа и над качеством, и над количеством самого главного продукта – это молоко.
Okay, and that might sound a very simple concept, but it's interesting how many dairies fail to optimize the milk potential of the dairy because of poor management. Может показаться, что это вообще очевидный факт и очень простая концепция, ничего удивительного мы вам не говорим, но вы не представляете, какое большое количество ферм теряет вот эту упущенную возможность в производстве большего количества хорошего молока за счет невозможности улучшить состояние здоровья или комфорт, или какие-то экономические производственные параметры на хозяйстве. Which says the solution to pollution is dilution. Okay, and what we mean is that pollution is the cost of producing milk. So the only way to dilute that pollution is by producing more milk from our dairies. Есть такая фраза, фразеологизм, который Хью часто использует. Это для того, чтобы избавиться от загрязнения, нужно его растворить. Да? Если мы поменяем загрязнение на затраты, если у нас есть определенное количество и фиксированных, и, главное, переменных затрат, для того, чтобы справиться и растворить эти затраты, нам в первую очередь, что нужно сделать, это увеличить объем производимого молока. Okay, and the only way to do this is to keep your barns full of productive cows, highly productive cows, and stay at above 100% production. Единственное, как это можно сделать, это необходимо поддерживать коровники заполненными максимально на 100% или больше 100% высокопродуктивными, экономически выгодными животными. Okay, just to reinforce that whole concept, let's take an example of two countries, Denmark and Germany. Для того, чтобы убедить вас в этой концепции, давайте для примера посмотрим на две очень эффективные по молочному производству страны. Это Дания и Германия. Okay, and what we can see straight away from this, if we look at their income against their costs, the first thing you can see is that in both countries that they're not really generating a profit from the dairy production systems. Если посмотреть на прибыль, которую они получают от реализации молока в отношении с затратами или себестоимостью производства этого молока, в обеих странах первое, что бросается в глаза, это убыточность, это отсутствие прибыльности всего животноводства. Okay, and the reason that the Danish are more successful than the Germans is that they control their costs and they produce a lot more milk per cow, even at a lower milk price. И несмотря на то, что и в той, и в другой стране можно видеть очевидный дефицит и минус, Дания является более прибыльной или более эффективной по отношению к Германии, например, благодаря тому, что в Дании намного жестче и более эффективно контролируются все всевозможные переменные затраты для производства 1 литра молока, и сам надой намного выше, чем в Германии, средний надой по стране. За счет того, что молока больше, а затраты лучше контролируются, дефицит меньше, чем в соседней стране. Okay, so like I said, it's important that we keep the barns full of productive cows. Как мы отметили раньше, важно, чтобы все наши коровники были заполнены, но не просто заполнены, а заполнены высокопродуктивными, экономически выгодными животными. Okay, and we call the spaces in the barn, we call them the milking slots. Okay, so how many positions we have for cows on a dairy? В английском языке это называется слоты, да, ну или просто голова места, место на голову в коровнике. То есть мы смотрим на то, сколько у нас помещения, сколько лежаков или мест, насколько рассчитаны коровники и сколько животных там находится. Okay, and the important thing is that in those cow places, we want the highly productive cows. There's no space for those poorly performing cows
in the dairy. So those cows which are lame, those cows which have repeated cases of mastitis, or those animals which have poor reproductive performance. Если мы хотим, чтобы фермерство стало прибыльным бизнесом, у нас не должно и не может быть места внутри коровников для плохих животных. То есть они все должны быть исключительно здоровыми и очень-очень высокопродуктивными для того, чтобы этот бизнес имел смысл вообще. То есть у нас не должно быть коров ни хромых, ни маститных, ни просто низкопродуктивных коров, ни тех коров, которые заставляют нас тратить большое количество ресурсов и времени и сил на них. Okay, so one of the rules about replacing cows in the dairy is that we only replace a cow if we have another cow to replace her or a better cow to replace that cow. Как мы смотрим на замещение стада, на введение в стадо ремонтных нетелей, ну, сначала телок, выращивание телок, потом ввод нетелей. Главный принцип такой, что мы должны выбраковывать животное из нашего продуктивного стада только в том случае, если у нас готова голова на замещение. So we can see what I'm depicting in this graph here is that we ensure that we have a supply of heifers ready to come into the herd to replace those poor performing cows. То есть на графике видно, и все производство должно быть построено таким образом, соответственно, начиная от отелов и от воспроизводства, да, все программы воспроизводства, чтобы у нас хватало животных на замещение в том количестве и в том качестве и в тот момент, когда они нам нужны, когда мы будем проводить выбраковку непродуктивных животных. Okay, so the best performing herds, they're always looking for which cow they're going to cull next. Эффективные фермы и фермы с наивысшими результатами по продуктивности, главная задача фермера или производственного директора, который работает на площадке каждый день, первое, что он делает, он всегда смотрит на тех коров, которые будут выходить с поезда следующими. Because they know by always culling that bottom end of the herd that they're going to push herd performance up and they're going to increase profitability. Потому что принцип такой: выводя непродуктивных животных или сложных, трудных животных или низкопродуктивных животных, мы таким образом подталкиваем вверх всегда наше общее производство и общую эффективность фермы. Okay, so the question is how do we identify which cows need to be removed from the herd in order to improve herd performance? Соответственно, возникает вопрос, как это понять, да, какая корова у нас быстрее должна сойти с нашего поезда, чем другая корова, и почему, как их идентифицировать, по каким признакам. Okay, so obviously there's those cows that we have to cull because they're lame, because they have poor reproductive performance, or because they have mastitis. Есть коровы, которые абсолютно, конечно, всегда все сразу понимают, почему они должны выбраковываться. Это больные коровы, это хромые коровы с сильной хромотой, это коровы с маститом или просто с повреждениями, например, в имени или по состоянию общего здоровья. Our objective should be to minimize the number of cows that we're forced to cull on the dairy. Конечно, при этом все равно целью при выбраковке должна являться следующая цель, тавтология, целью должна являться цель, то есть все равно при выбраковке мы должны стремиться к тому, чтобы выбраковка была не сильной, не очень большой, минимизированной. Okay, so another way to decide on which cows we need to remove from the dairy can be on the basis of those cows not producing enough milk in order to cover their costs of production. Следующие коровы, подготовленные или на которых падает взгляд менеджера для выбраковки, это нормальные здоровые коровы, но с низкой продуктивностью,
которые просто не обеспечивают покрытие, их молока не хватает на покрытие переменных затрат, которые нужны для их выращивания. Okay, so here we're basically making three calculations. The first calculation we're making, and I've circled these in the red markers. This is telling us how much milk a cow needs to produce in order to cover its feed and variable costs. То есть здесь на слайде представлен расчет, который подготовил Хью, который показывает, сколько молока должна произвести корова, чтобы покрыть все свои затраты, которые она сама на корма, на менеджмент, на обслуживание потребовала. Okay, and then the next one to that is how much milk a cow needs to produce in order to make it cost effective to keep on milking her in the herd and not to dry her off early. И дальше следующий интересный момент – это сколько молока должна дать эта корова, чтобы покрыть операционные затраты на себя, чтобы пока она у нас доится, нам было выгодно продолжать ее доить, учитывая все ежедневные затраты, а не переводить на сухостой. So in this situation, these cows only need to produce 5 kilos to keep on milking. If you dry those cows off, then the cost of maintaining them as a dry cow for an extended period of time is going to cost more than keeping on milking those cows. И вот в данном графике интересный момент получается в том, что для того, чтобы окупить свой каждый день, этим коровам на этой ферме нужно производить всего лишь 5 килограмм молока. При этом, если мы переводим их на сухостой, их содержание в сухостое будет в разы дороже, чем затраты или стоимость от 5 килограммов молока. Поэтому в данном расчете этих коров оказалось выгоднее продолжать доить с экономической точки зрения, чем отправлять в запуск. Okay, and then the third figure we have in the blue box at the bottom is depicting how much milk we need to produce per cow to cover both the variable and the fixed costs. И на синем фоне в самом низу цифра 22,19, обведенная красным, это цифра, сколько молока должна давать корова для того, чтобы покрывать не только переменные свои затраты, но и фиксированные затраты. And again, one of the things you need to take into account when you're using this way of deciding which cows to remove from the herd is that we need to ensure that we have another cow to replace the cull cow. И все равно вот в этом процессе, после того, как вы посчитали всю экономику и поняли, каких коров мы хотим выбраковывать и по каким причинам, главным принципом является то, что выбраковку можно осуществлять только в тот момент, если у вас есть готовое животное на замещение, хорошая продуктивная нетель. Okay, so if we look at the distribution of yield on a typical dairy, so this is a dairy averaging 34 kilograms of milk. Если мы посмотрим на то, как растягивается общая продуктивность на ферме, для примера мы взяли ферму с средней продуктивностью 34 литра или 34 килограмма. And I want to draw your attention to the box labeled number 3. И хотим обратить ваше внимание на график и на цифру 3, вот на этих коров, на красной колоночке с коровами, которые выделены цифрой 3. And the point I want to make that although these cows are not producing enough milk to cover their total cost of production, и несмотря на то, что эти коровы все равно пока не дают достаточно молока, чтобы покрыть все затраты, и включая инвестиционные или фиксированные затраты, okay, they are making a contribution to covering the total fixed cost of that dairy. Все равно они являются вкладом и помогают этой ферме покрывать фиксированные затраты от всего поголовья.
So if we remove bottom end cows just based on the yield of milk, then we risk actually increasing the costs within that dairy because we're reducing the total volume produced per day. Если мы будем убирать с этой фермы непродуктивных или низкопродуктивных коров по молоку, мы таким образом лишь увеличиваем нагрузку на животных для того, чтобы получается, что вся нагрузка по выплате фиксированных и переменных затрат ложится на коров в группе 3. Таким образом, благодаря тому, что у нас снижается все равно общий надой среднесуточный. So again, that fundamental rule is that if we're going to remove bottom end cows from the dairy, then we need to ensure that we have replacements to take up those cow places. На этом графике, на этой ферме очень хорошо виден принцип, о котором Хью говорит. То есть мы можем заместить и убрать этих коров в графике под цифрой 1 и 2, которые не являются высокопродуктивными. Но мы можем это сделать только в том случае, если у нас есть животные высокопродуктивные, не теля, которые смогут их заменить. Okay, so you might notice on the bottom of these slides that I have a code, a dairy comp command, which you can enter into dairy comp in order to obtain this information from the dairy comp management system. И обратите внимание, на многих слайдах в этой презентации, как, например, на этом слайде, внизу написана команда в Dairy Comp, в программе Dairy Comp. Это команды, которые можно использовать, и мы призываем вас ими пользоваться для того, чтобы получать те или иные графики, о которых мы вам рассказываем. Okay, so another way we can determine which cows to cull is to use, oh, sorry, I've jumped on too many slides. Sorry, just go back. Okay, so the important thing with determining the break-even milk production level is that we actually have two production costs. Следующий момент, как нам понять, сколько молока нужно произвести, чтобы выйти в ноль, да, и достигнуть точки безубыточности. Тот момент, что у нас есть как бы две себестоимости, о которых нам всегда нужно понимать и помнить. And the first one is called the actual break-even analysis. Первое – это актуальный анализ безубыточности. This utilizes the current milk and feed price on the dairy. В нем рассчитываются текущие стоимости или текущие затраты на корма и стоимость реализации молока с этой фермы. And the other figure we need to generate is what we call a standardized break-even milk price. Но при этом все равно мы всегда призываем иметь стандартизированную точку безубыточности, построенную на стандартизированных данных общей стоимости молока, цены реализации молока. Okay, and this uses a standard milk and feed price in order to generate the break-even milk price. Соответственно, для расчета тут уже используются стандартизированные данные в регионе по цене стоимости молока и затратам на корма. And the reason for generating the two figures is that we're able to identify whether changes in profitability are related to market or they're related to physical performance on the dairy. Для чего нам это нужно? Это нам нужно для того, чтобы, имея две эти цифры, текущие на хозяйстве, на ферме, и стандартизированные по региону на этой же ферме, мы могли понять, где находится наша маржа и где у нас проблемы. У нас маржа снижается, например, потому что какие-то рыночные обстоятельства волатильны или меняются, или что-то глобально с политической точки зрения поменялось. Или мы говорим все-таки про то, что мы можем увеличить нашу прибыльность за счет физиологической продуктивности и
оптимизации комфорта на моей ферме. Okay, so another way we can determine which cows to cull is to use a metric called cow-val. Еще одна метрика или еще один параметр, который мы предлагаем вам использовать для того, чтобы определить, каких все-таки коров надо выбраковывать, это метрика, которая называется cow-val. Okay, and you can generate a number or a individual cow-val number for each cow in your herd if you have dairy comp, or you can go to the Wisconsin University website and you can download the free version from there. Если вы работаете с программой Dairy Comp, то каждой голове можно присвоить свой номер в системе cow-val. Если вы не работаете с программой Dairy Comp, то можно получить этот калькулятор или этот файл с сайта университета Висконсина в США. Okay, and what cow-val does is that it generates a financial value for every cow in your herd and compares it to the value of a first lactation animal. Что делает этот калькулятор? Он присваивает каждой продуктивной голове финансовую ценность. То есть это даже не стоимость, а это именно понятие ценности продуктивного животного и сравнивает их с финансовой ценностью или стоимостью животного в первую лактацию. Okay, and the factors which affect the valuation of the individual cows are things like its future milk production potential, its pregnancy status, and its age. Что влияет на ценность или стоимость, высокую или низкую конкретной головы? Это потенциал будущего произведенного молока от этой конкретной головы, то есть мы смотрим на генетику и на то, что мы ожидаем. Это возраст этого животного. What was the second one? I'm sorry. Okay, so the milk production potential, Yeah. The state of pregnancy, whether it's pregnant or it's empty, and the last one was its age. И наличие или отсутствие стельности у этой головы. То есть мы смотрим потенциальное молоко, будущее молоко, возраст и наличие или отсутствие стельности. Okay, and the idea is that those animals with the biggest negative value are the animals which are reducing the future profitability or decreasing the future profitability of your dairy. То есть животные с самым низким параметром в этой системе cow-val будут именно теми животными, которые будут снижать будущую прибыльность вашего производства в целом. Okay, and if you use cow-val as a metric to determine which cows to cull, what you will find over time is you have cows with a higher production potential and you have cows with better reproductive performance. При использовании калькулятора или вот этой системы оценки коров для выбраковки cow-val, конечно, это происходит не за один день и даже не за один цикл, но со временем получается создать картину через несколько циклов, картину понимания продуктивности по стаду и принципов, по которым идет выбраковка по конкретным целям, для того, чтобы что? Мы фиксируем, какую продуктивность мы хотим иметь, каких животных мы хотим иметь на ферме и как нам к этому прийти. Okay, so what's more important? Is it the amount of milk we ship or is it milk yield per cow? Следующий момент. Что же все-таки важнее? Это общий тоннаж отгруженного молока, сколько хозяйство отгружает в сутки, например, или это количество молока на голову в день? And the important thing, of course, is the amount of milk we ship from the dairy, because that's what's going to cover the cost of production. Мы считаем, что, конечно, более важным понятием является общее количество молока, отгруженного с фермы, потому что это именно то молоко и это тот параметр производственный, который поможет вам оплатить и покрыть не только переменные,
но и постоянные затраты. Okay, so number 2 is ensuring that we have healthy fresh cows, and healthy fresh cows. And healthy fresh cows only happen if we manage transition well. Следующий важный момент – это здоровье новотельных коров. И здоровье новотельных коров приносит большое количество реальных денег для хозяйства. Добиться здоровья или высококачественных новотельных коров можно только благодаря вниманию и фокусу в транзитный период, предотельный период. Okay, so here's a very simple Excel spreadsheet which depicts the cost of transition diseases to the dairy. Очень простой слайд с элементарным расчетом стоимости заболеваний, причем стоимости транзитных заболеваний на молочной ферме. So in this first column we have the incidence rate of disease. В первой колонке у нас идет текущий уровень заболеваемости. In the second column, the cost of disease. Во второй колонке указаны затраты или стоимость заболевания. The third column, we have a level of disease that we would accept on a dairy that is performing on an average basis. В третьей колонке указан параметр бенчмаркинга, то есть это параметр приемлемый уровень того или иного заболевания на молочной ферме, с которым в усредненном варианте можно работать. Okay, and the profitability we're missing out on through poor transition performance is the difference between the actual level of transition disease and those acceptable levels of transition diseases on the dairy. То есть наша упущенная выгода, или если это перевернуть, то наши дополнительные деньги, которые мы могли бы заработать, находятся именно вот в этом коридоре между приемлемым уровнем заболевания каждого транзитного заболевания и фактическим количеством или процентом каждого транзитного заболевания на конкретной ферме. The costs associated with these diseases are in response to lower milk production, poorer reproductive performance, and higher veterinary costs. Как рассчитаны стоимости каждого заболевания, всегда учитывается три важнейших параметра. Это потерянное, недополученное молоко, это ветеринарные затраты на лечение и снижение следующего цикла воспроизводства. Хуже приход в охоту, или хуже осеменяемость, или хуже показания стельности. Okay, and this is a good example of where we're leaving money on the table. So we're missing out on additional profit on the dairy from poor transition cow management. Возвращаясь к началу презентации, когда Хью говорил вот о всяких шкатулках, в которых закопаны деньги, которые разбросаны везде по ферме, да, с невидимыми деньгами. Это один из вот таких хороших примеров. То есть это именно те деньги, которые не видны, которые не очевидны, но которые могут дать колоссальный результат при контроле затрат и здоровья по каждому из этих параметров. В данном случае, если мы возьмем каждое заболевание в транзитном периоде. Okay, so if we manage our transition cows, our fresh cows well, then we get this gradual increase in milk production in early lactation. Если мы хорошо работаем с нашими транзитными коровами, как следствие у нас повышается надой в начале их следующей лактации, до пика. Level of peak milk production, and more importantly, we get good persistency in the last 2 trimesters of lactation. У нас при этом будет сам пик лактации тоже выше, и что, наверное, важнее с экономической точки зрения эффективности фермы, это то, что последние 2 триместра стельности или последние периоды лактации после пика
будут более высокими тоже и при этом более стабильными и более плавными. And the shape of that lactation curve is going to have a significant effect on how much milk we ship from the dairy. И сама кривая или форма вот этого графика лактационной кривой, ее форма оказывает колоссальное влияние на то, сколько молока каждая ферма отгружает ежесуточно на молочный завод. И, соответственно, сколько денег зарабатывает. So one of the key skills is monitoring our fresh cows in those first 30 days of lactation. Ключевым навыком успешного менеджера является контроль новотельных коров или fresh cows, да, новотельные коровы в первые 30 дней. Это транзитный период после отела и первые 30 дней лактации. Okay, so here's a report again from DairyComp showing us the deviation in milk production on a daily basis in our fresh cows. Еще один отчет из программы DairyComp, который вы также можете себе забрать и показать, посмотреть. Это различия по надою, по молоку новотельных коров. And you can see that in that last column that the deviation is always a positive. So day on day, the milk production of those fresh cows is increasing. В последней колонке видно, что различие положительное. То есть от дня ко дню вот это различие меняется и количество молока увеличивается. But what's important is that we don't use our average values to determine how well we're managing our fresh cows. Но опять же мы призываем вас не пользоваться средними параметрами для того, чтобы определить, хорошо или плохо мы работаем с нашими новотельными животными. Okay, so the important thing is within those first 30 days that we're looking at the performance of individual cows. Очень важно, чтобы мы смотрели на общую продуктивность индивидуальных коров в первые 30 дней после отела. Okay, and from that report then we can pick out those cows which are not performing well in the first 30 days, and then we can make sure we intervene to find out what's wrong with those cows. То есть из этого отчета мы выбираем уже потом тех коров, которые показывают плохую или очень низкую продуктивность в первые 30 дней, и уже индивидуально смотрим, в чем причина, что пошло не так. Okay, so I just want to draw your attention to a very useful resource, and this is provided by a company called AgSource in the US. Хотим показать вам или привлечь ваше внимание к одному из источников, которым можно пользоваться. Это AgSource, вы видите на синей линии вторые слова. AgSource – это источник сельскохозяйственной информации в США. What it does, it gives you herd performance benchmark figures, depending on herd size, on the breed of cow, and the yield or production level. Тут вы можете найти, опять же, среднестатистические данные бенчмаркинга или по индустрии в зависимости от своего размера стада, от породы животных, от продуктивности и надоев. Because what's always really important is where do we sit in terms of performance? Is there the potential to improve performance on our dairies? Потому что мы всегда говорим о том, что чтобы понять, все ли у меня совсем плохо или я вообще лучшая ферма в мире, нужно понимать по отношению к чему, какие параметры присутствуют на рынке, средняя температура по рынку, по моей породе и по моему количеству дойных животных, и уже после этого можно принять решение, у меня вот здесь хорошо, а вот здесь можно еще что-то улучшить или подтянуть. Okay, so here's just an example of some of those benchmarking figures that you can access on that AgSource website. Один из примеров хотим вам показать цифры
которые, или параметров, которые можно достать вот из этого сайта agsource.com. Okay, and this is looking at the peak milk production of 1,000 cow dairies in the US. Смотрим на пиковую молочную продуктивность ферм размером в 1000 голов по разным лактациям. Okay, so the 80th percentile is the top 20% of dairies. Obviously, you have your average, and then the 20th percentile is your bottom 20% of performing herds. 80-й процентиль – это 80% лучших ферм по данным параметрам. После этого у нас есть средние какие-то данные по хозяйствам и 20% оставшихся более низких ферм. And again, you can easily generate these numbers for your dairies using the commands that I've put on the bottom of these slides for dairy comp. Еще раз мы также хотим отметить, что вы можете понять, где вы находитесь по отношению сами к себе и к другим фермам в округе, к соседям, скажем так, используя вот эти вот программы, коды из Dairy Comp. Okay, so the third point is to minimize the cost of replacing cows on the dairy. Следующий момент – это минимизация расходов и затрат на замещение новыми животными. Okay, and the four things we need to focus on: mortality and reducing the cows we have to cull. 4 момента, которые здесь нужно учесть. Это, естественно, мы хотим сократить уровень смертности и падежа. Мы хотим сократить процент вынужденной выбраковки. And when we do that, we have a more opportunity to selectively cull cows based on production and move herd performance forward. И задача наша сократить вынужденную выбраковку, но при этом постараться увеличить, и это само собой получится естественным образом, если животные будут хорошо себя чувствовать и не будет проблем со здоровьем, у нас увеличится процесс селективной выбраковки уже по продуктивности. Таким образом, мы сможем поднять общую продуктивность фермы и общую эффективность стада. Okay, and we need to ensure that all these replacement animals that we rear on the farm are of high quality and a very high health status, so they can produce high levels of milk. И для того, чтобы этого добиться, такой глобальной большой цели на ферме, нам нужно, конечно, уделять большое внимание выращиванию этого продуктивного ремонтного молодняка на замену. Не просто абы как вырастить, и вот у нас есть животные, а так, чтобы эти животные были здоровыми, с большим потенциалом генетическим и с очень-очень высокой продуктивностью по будущему молоку, которое мы рассчитываем от них получить. Okay, and you can categorize cull cows into 3 different categories. Выбраковку вообще можно поделить на 3 разные категории. So the first 2 is what we want to be trying to reduce, okay? What I call a non-economic value cull. This is an animal that dies on the farm. It has to be disposed of either by incineration or removal, and this costs us money, okay? Первые 2 вида – это те виды выбраковки, которые мы хотим избежать и вообще сделать так, чтобы их по возможности, конечно, не было на ферме. То есть это не экономическая выбраковка, не по экономическим причинам. Это падеж, это хромота, это когда животные в лучшем случае своими ногами уходят, да, а в худшем случае необходима утилизация на ферме. Это то, что стоит нам денег для того, чтобы это осуществить. И это то, что увеличивает затраты и снижает эффективность, и теряем мы все наше будущее молоко от этих коров. And the next category is that forced cull, that animal that has to be culled because she's lame, because she has mastitis, because she has poor reproductive performance.
Второй вид выбраковки – это то же самое, только в менее сильной, то есть более здоровое животное, да, менее слабая выбраковка. Это вынужденная выбраковка все равно. Туда попадают все хромые, все маститные, все неосеменяемые или не беременеющие животные. То есть все то, что у нас выбивается из зафиксированных производственных параметров, с которыми мы работаем. The opportunity to selectively cull cows, which moves herd performance forward. То есть наша задача – это целенаправленная, экономически обоснованная выбраковка. Мы хотим удалять из нашей фермы тех коров, которые сдерживают рост, и оставлять только тех высокопродуктивных и хороших со здоровьем, по здоровью коров, которые будут поднимать общую продуктивность моей фермы. And again, it's all management related, okay? So those removal of those non-economic value cows is heavily associated with the first 60 days in milk, and therefore it's associated with management of the transition and the... Ну и невозможно говорить об экономике фермы, не говоря про менеджмент, потому что любое денежное решение про живые деньги или про молоко всегда возвращается к менеджменту и к тому, как мы работаем с тем или иным заболеванием или проблемой. То есть, например, выбраковка по экономическим причинам, по низкой продуктивности, например, это то, что мы хотим делать. Но упирается или возвращается это все опять в первые 30 или 60 дней лактации. И как следствие это опять возвращается все, почему у нас в первый период лактации, в раннюю лактацию животное имеет низкую продуктивность. Скорее всего, это опять возвращает нас в транзитный период, в проблемы либо с ногами, либо с гинекологией, либо с чем-то, что заведомо снижает продуктивность этого животного в раннюю лактацию. Okay, and then if we look at those forced cullings of cows and the reasons why those cows are culled from the dairy, again, it all comes down to management. Okay, so management is driving the reason cows are removed from the herd. В любом случае, какая бы это ни была из выбраковок, вынужденная или экономически обоснованная или селективная, все это всегда возвращает к менеджменту. По каким причинам, почему этих причин много, как мы можем эти причины исправить? Менеджмент. Okay, so these two slides just really look at the effect of when we reduce the number of non-economic value culls and reduce the number of forced culls and move more towards a selective culling policy. Очень интересный слайд, который показывает переход на ферме и выраженный в деньгах, когда ферма переходит от вынужденных выбраковок или выбраковок, вызванных вынужденными причинами или сильной хромотой, или падежом, или какими-то такими вещами, более сменяет фокус на более селективную, продуктивную выбраковку, когда уже хозяйство выбирает убрать эту корову или можно все-таки оставить, но потом убрать. Okay, and I know we're very short of time, so I'm just really going to summarize this slide. And what it's basically telling us that manage the cows better, reduce replacement rate, increase the level of selective culling on the dairy, and the net result is that we lower replacement cost for the herd. Тут очень тонкий баланс всех этих параметров, которые производственным управляющим требуется соблюдать. У нас очень мало времени, мы все эти цифры разобрать не успеем, но мы готовы ими с вами поделиться. Но на самом деле это формула из нескольких факторов. То есть мы должны стремиться все-таки держать процент замещения стада не очень высоким, но при этом отходить от вынужденной или
выбраковки, которую мы не можем избежать, мы должны ее снижать, но при этом стремиться к селективной выбраковке, которая будет разгонять количество молока на выходе ежесуточно с нашей фермы. And this example calculation is for a dairy which is producing its own replacement animals. Этот пример сделан в деньгах, посчитан для фермы, которая сама для себя выращивает нетелей. Okay, and this next spreadsheet is for a dairy who is purchasing its replacement animals. Следующий слайд будет показывать то же самое, но только для фермы, которая всех животных на замещение постоянно покупает. Okay, and in this situation, the improvement or reduction in replacement cost is bigger because your cost of replacement is higher. Здесь в этом случае у нас уменьшение затрат на замещение стада сильнее, потому что мы имеем больше затрат на выращивание наших нетелей. Okay. The key point is that management is driving this improvement or reduction in cows being forced to be removed from the herd. И, конечно, опять все равно менеджмент. То есть благодаря управленческим решениям мы удаляем коров, таким образом заставляя тех коров, которые остаются на ферме, быть лучше и более продуктивнее. So I often get asked the question, what should my target replacement rate be? Очень часто нас спрашивают, и я вижу уже в чате есть вопросы, какая должна быть выбраковка, к чему мне надо стремиться. In reality, there's no correct answer. Правильного ответа не существует на самом деле. Because every dairy is different. Каждая ферма сама по себе и очень много ограничивающих факторов. Okay, but there's two important things to consider. That if you have a very low replacement rate, the value of your cull cow actually decreases. Два фактора, которые нужно учесть. Если у вас очень низкий процент замещения стада, у вас снижается ценность, общая стоимость и ценность основного продуктивного стада. Yes, continue. Yeah. Okay, and the production level is going to decrease because as cows get older, their level of production also decreases. И, соответственно, чем старше становятся коровы, тем больше они теряют свою ценность, и тем дешевле, скажем так, они становятся и хужеют, в принципе, с экономической точки зрения. Alternatively, if you have a very high replacement rate, then you're going to have less cows in lactation 3 and 4, which are going to be producing their highest levels of milk. При этом, если у вас очень высокий процент замещения стада или процент выбраковки животных, у вас будет очень много молодых животных в обороте, и, соответственно, практически не будет животных в 3-й и 4-й лактации, которые являются самыми продуктивными и самыми молочными с точки зрения прибыльности и экономического смысла вообще наличия фермы. So what's really important, if you have a high replacement rate, then you really need to focus on producing high quality replacement animals. Соответственно, если вы ферма, которая производит своих нетелей сама, и при этом уровень, процент выбраковки или процент замещения достаточно высокий, первое, что нужно сделать, это сконцентрироваться на качестве животных, которых мы выращиваем на замену. И качество ремонта должно быть очень высоким при, конечно, максимально низких затратах. Okay, so here's a comparison between two herds. Okay, one with a very high replacement rate and one with a more acceptable replacement rate. Сравнение двух ферм. На одной
процент выбраковки очень высокий, на другом стадии более приемлемый процент выбраковки. Okay, and you can see several things on this chart, and one of them is that the production level of the heifers in herd A is a lot lower compared to the production level of the first lactation animals coming into herd B. Первое, что можно увидеть, несколько вещей очень интересных видны на этом слайде. Первое – это то, что надой животных в первой лактации на первой ферме в стадии А значительно выше, чем средний надой у животных в стадии Б. As a consequence, the level of production achieved in second and third lactation is also lower. Соответственно, надои по животным во второй и третьей лактации также ниже. Okay, and this has a big effect on the overall level of production of the herd. И это имеет, конечно, это оказывает воздействие на общий надой по ферме. You can see there's nearly 2,000 kilograms of difference between the average production of herd A to herd B. И мы можем увидеть около 2 тонн разницы или 2000 килограмм плюс-минус разница в среднем надое по лактации по ферме между стадом А и стадом Б. The thing about this data is if you look at the number of cows or the number of animals which actually go from first to second lactation, so herd B is far superior. Okay, it can get its first lactation animals successfully through their first lactation. It gets them bred and then they remain in the herd. In herd B. So herd A еще то, что видно на этом слайде, это то, что ферма в стадии Б более успешно проводит своих животных через самую трудную первую лактацию и более успешно внедряет их в вторую лактацию, более гладко, скажем так. То есть стадо А теряет больше животных. Okay, so the fourth key is to really focus on milk quality. Четвертый момент – это фокусирование и внимание к качеству молока. Okay, and this is not just for the premiums that you can achieve on your milk value, but it's also because poor milk quality is often reflected in the level of production achieved by a herd. Понятно, что разные страны по-разному получают деньги за молоко разного уровня, и у нас с вами зафиксированы только всем известные параметры, но нужно понимать, что если мы дадим больше протеина или больше жира, мы, может быть, не получим больше денег от молзавода конкретного, но молоко низкого качества говорит о большом количестве проблем со здоровьем и сразу говорит о том, что у нас потенциал по стаду в среднем намного ниже, чем он мог бы быть. Okay, and here's just a table just to demonstrate the milk loss associated with increased levels of somatic cell counts. Таблица показывает потери по литрам молока в зависимости от увеличения уровня соматических клеток в молоке и перевод этого в рубли. Okay, and at the bottom there, so these values are the kilograms of milk lost during a lactation. То есть это килограммы молока, потерянные за лактацию. According to the level of somatic cells. В соответствии с тем или иным уровнем соматических клеток. Okay, and at the bottom there, I've just put an example of a 1,000 cow dairy with an average 200,000. Внизу указан расчет для просто условного стада коров в 1000 дойных коров, где приблизительно 30% содержат уровень соматических клеток около 200 тысяч. Okay, and this would result in a significant amount of milk loss
just on the basis of those cows having poor udder health and having more cows with clinical mastitis within the herd. Как видите, количество молока недополученного огромно, и это связано с более плохим здоровьем, с большим количеством маститов, с проблемами, разнообразными проблемами с выменем у этих коров. И в итоге это все складывается в то молоко, которое имеет определенную сумму денег, 12 миллионов рублей, которую можно было бы дополнительно получить, снизив количество соматических клеток. Okay, and I'm just going to make the point that these are not bulk tank averages. Okay, these are the somatic cell count averages for all the cows in the herd. То есть это нужно, Хью делает замечание, что это не уровень соматических клеток в танке, скажем так, да, с молоком, это уровень в среднем по стаду. Okay, so here's a nice little report again that you can generate in DairyComp. And what it's doing, it's monitoring the changes in the level of mastitis within the dairy herd on a month-by-month basis. На следующем слайде представлена информация с мониторингом уровня соматических клеток от месяца к месяцу в сравнении предыдущей и последовательной. Hugh, let me just interrupt you for a second so that I will ask people if they are sleeping or following carefully what we are saying. And then maybe we should consider to make a little break for questions. Okay. Коллеги, я немножко прерву нашего спикера, спросить, я надеюсь, что вы еще с нами. Напишите, пожалуйста, либо вы уже разошлись по своим делам и заснули, или вы все так же продолжаете слушать нас, чтобы мы понимали, интересно ли то, что мы рассказываем. Пока предлагаю, Надежда, если у нас есть парочка вопросов, давайте немножко развеемся и узнаем, есть у нас вопросы или нет. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Таисия. Вопросы у нас есть. Мы начнем с первого вопроса. Какой уровень выбраковки в стаде и при каком уровне надоя для вас считается нормальным процент выбраковки? Again, back to the question, one of the questions, Hugh, is again about the culling rate, which is normal or not normal. Can you specify your opinion? What is the targeted KPI culling rate in the herd in relation to a certain milk production per head? Okay, yeah. So if I'm looking to achieve, the first point I'd like to make that it depends on the quality of your first lactation animals. That's the first point. Ну, первый ответ, конечно, все равно. Ответ по поводу того, какая выбраковка нормальна, зависит от качества первотелок и от качества животных в первую лактацию. Okay, because the thing about first lactation animals, of course, is that they have a very persistent lactation curve. Потому что в первую лактацию кривая лактационная будет достаточно настойчивой, если можно так сказать. Okay, so if you have first lactation animals which are hitting a peak production of 42 kilos. Если у вас есть первотелки с пиковым производством в 42 килограмма, okay, they might continue to produce more than 30 kilograms all the way to the end of lactation. 32, прошу прощения, килограммов пик, то они до самого конца могут запросто давать около 30 килограмм. And then I would say if you really want to reach the levels of production, let's say a 40 kilogram average. Если мы хотим в целом на ферме прийти, например, в среднем к 40 литрам молока, okay, you can have a high replacement rate if you have very high quality heifers. Okay, so you could be around the 30 to 30% replacement rate mark. мы тогда можем иметь достаточно высокий уровень выбраковки животных и говорить о 30% по стаду. Okay, so it's possible to still have a high replacement rate. But my goal would always be to be around, I'd be comfortable with 27 to 30% replacement rate on most dairies.
И для меня лично на большем количестве ферм комфортным параметром выбраковки будет 27-30%, так или иначе. Окей. Thank you, Hugh. Надежда, есть у нас еще вопрос? Давай, 1-2. Да, Таисия, есть еще один вопрос. Спасибо большое, Хью. Если корова болела аметритом или маститом в новотельном периоде и не дает достаточным количеством молока, то ее не нужно семенять и нужно выбраковать? If the cow had metritis and or mastitis in the early lactation, do we need to inseminate it, or do we just decide not to even inseminate it right away and decide to cull it? Okay, so I think you need to have some key performance indicators to make an early decision on whether you're going to keep a cow or not, okay? And for me, those early indicators are going to be things like the milk production at 4 weeks and the peak milk production. На каждой ферме должны быть KPI или индикаторы или метрики, чтобы не нужно было каждый раз заново принимать решение по конкретной голове. Хью говорит о том, что я для себя всегда фиксирую производство продуктивности на 4-й неделе, production at 4th week, and what else? I'm sorry. And peak milk production. И, естественно, производство, прошу прощения, в пик лактации. В соответствии с этими параметрами у нас может быть принято решение, выбраковка или нет. Okay, so the thing with that is if you have a cow which has a poor transition, sometimes it makes sense to give that cow a little longer voluntary waiting period. So we give her more time to recover from the transitional issue that she'd had in early lactation. Как вариант, если сразу мы не готовы делать выбраковку, мы можем конкретной голове дать более длинный период добровольного ожидания для того, чтобы эта корова лучше восстановилась после отела и более гладко, ровно дать ей возможность отдохнуть, прошла все вот эти вот транзитные сложности с транзитными заболеваниями. И уже после более длинного периода добровольного ожидания можно принять решение. Okay, and then the other thing to consider is if we're going to cull this cow because she has a low level of production, do we have another cow to replace the cow in that barn? Okay. И все равно опять возвращаемся к вопросу, выбраковывать эту голову с метритами, маститами в раннюю лактацию или нет. Мы должны принять это решение, зная, есть ли у нас нетеля на замену или нет. And one of the questions in the chat here is exactly like, what if it is not productive, but we don't have heifers to replace? What do we do then? Okay, well, in that scenario, I was just going to say this. So although it may pull down your average milk production to keep that cow in, at least that cow is occupying a cow space and she's producing milk, which is providing income to the dairy. И это как раз отвечает на еще один вопрос в чате, что если корова уже все-таки все равно непродуктивна, но на замену нетелей нет, как мы поступаем тогда в таком варианте? Это нужно понимать экономические факторы. Это непродуктивная, по нашему мнению, голова все равно занимает кормоместо на лежаке, на кормовом столе. Она несет на себя затраты какие-то, мы ее кормим, лечим каждый день, но она все так же продолжает приносить нам нужное молоко для того, чтобы как минимум покрывать переменные затраты всей фермы в целом. And the other thing with those animals, of course, is once you identify them as an animal that you are going to cull, you need to mark them as a do not breed animal so that she doesn't get inseminated. And then this one of the cows which can be moved off the dairy when you have an animal available to replace her. И дальше
вариант развития событий производственный может быть следующий. Мы отмечаем устойчивым маркером или спреем эту голову как потенциального пассажира на выход, да, и дожидаемся момента, когда у нас либо будет голова новая на замещение стада, либо у нас освобождается место, или нам необходимо будет освободить место. И отмечаем мы ее для того, чтобы, как только мы приняли решение о том, что эта голова идет на выход, она продолжает доиться, мы продолжаем ее кормить, но мы должны поставить на ней отметку, чтобы уже ее не осеменять и не тратить на нее лишние дополнительные ресурсы. Таисия, спасибо большое. Я думаю, что мы будем продолжать. Будем продолжать. Да, спасибо. Спасибо большое. We suggest that we continue with our presentation because we have a lot of material and time is running. And then we will see if we have time for questions in the end. Okay, so what I think I'm going to do, I'm going to pick up one point on every slide. And then hopefully we'll go through all the slides. I will get the main messages, yeah? Okay. Коллеги, мы будем ускоряться, потому что время летит, мы не хотим у вас забирать весь день. Информации, экономической информации очень много. Мы сейчас будем говорить тогда по одному, максимум двум слайдам по каждому из оставшихся моментов. А дальше будем готовы делать другие вебинары на эту тему, если вам интересно. Breakdown of cows within a dairy, which either is a new case of mastitis, okay? They're cows which are healthy, or they're cows which are chronic, so they always have mastitis. And in the bottom right, we have those cows which are cured from being a new infection last month. То есть вы видите опять команды в DairyComp'е, которые в программе DairyComp, которые можно использовать, чтобы вывести эти данные. Вы видите разных коров с разным уровнем инфекции. Мы говорим именно про соматику, соответственно, речь идет о маститах. Коровы в лечении, коровы с хроническими инфекциями, коровы с новой инфекцией и чистые коровы без заражений. Okay, and the objective is to have more cures than new cases. Цель, конечно, наша, чтобы было больше вылеченных коров, чем больше новых инцидентов и новых случаев мастита. Okay, so it's also important to monitor milk quality in terms of fat and protein levels and urea levels. Также очень важно, конечно, следить не только за жиром и белком. Состояние жира очень важно, но и состояние мочевины очень важно, количество. Okay, because milk quality obviously affects milk price, but milk quality is also an indicator of the health of the dairy cows. Одно дело, что чем качественнее молоко, тем больше денег заработает ферма в целом, но качество молока и параметры по качеству молоку очень много говорят нам о здоровье стада на ферме. Okay, here's just some parameters that we can conclude from milk quality. So if we have low protein production in early lactation, this is an indicator of poor energy status. По производственным, качественным, параметрам в молоке можно сделать заключение о здоровье стада. Например, если у нас содержится, или мы видим низкое содержание белка в ранней лактации, в период раздоя, это говорит нам о низком энергетическом балансе животного. Okay, the ratio between fat and protein can tell us if cows are ketotic in early lactation or have acidosis. Соотношение между жиром и белком может сказать нам о наличии у коровы либо кетоза, либо ацидоза в ту или иную сторону. And milk urea levels are a good indication of the balance between energy and protein within the rumen. А количество мочевины в молоке может говорить о балансе энергии и о балансе энергии белка или о дефиците того или другого в рубце.
Okay, so let's move on to the next one, which is maximizing income over feed cost. Передвигаемся, идем дальше. Следующее – это максимальная или максимизация, увеличение эффективности кормов или даже рационов в целом в структуре затрат. Okay, and income over feed cost is a very simple calculation. Как понять вообще эффективность расходов, эффективность рационов в отношении прибыльности хозяйства, понять достаточно просто. So quite simply, you take all your feed costs, including your forage and your dry cow feed, out of your milk income, and that gives you your herd income over feed costs. Мы от всей выручки от молока отнимаем все расходы на корма и рационы, начиная от сырья и дополнительные микроэлементы, заканчивая всеми ингредиентами для всех групп животных и, соответственно, затратами, связанными с кормами. И у нас получается income over feed cost или эффективность рационов по отношению к литру произведенного молока. Okay, and the same concept with regards to the break-even milk price. Again, we need two metrics. We need the actual income over feed cost, which is based on current milk price and commodity prices. And then we need a standardized income over feed cost that is based on a standard milk price and a standard feed price. И в отношении вот этого параметра эффективности рационов мы также рекомендуем вам работать с двумя видами этого параметра, фактическим и стандартизированным по региону и по затратам в целом. Okay, and this allows us to separate the effects of market and of the physical performance of the dairy on our income over feed costs. Таким образом, мы сможем понять, у нас эффективность наших рационов меняется, исходя из проблематики рынка или, опять же, более глобальных каких-то факторов, или это исключительно фактическая ситуация, и работать надо над эффективностью и улучшением затрат или процессов на ферме. Okay, and again, it's that we've already said this time and time again, it's the response to feed is what's going to drive the profit on the dairy. Ну и все равно, конечно, с каждым разом мы получаем один и тот же ответ, что затраты и ответ хозяйства или ответ коровы конкретной группы животных на те или иные рационы является двигателем прибыльности всей фермы. And that response to feed is going to be affected by all those things that we've mentioned. So lame cows, cow comfort, heat abatement, somatic cell counts, and transition success. Все те вещи, о которых мы говорили этим летом, начиная от теплового стресса, заканчивая транзитными проблемами или качеством молока или наличием соматики в молоке, любые проблемы или факторы менеджмента оказывают, конечно, влияние на, соответственно, ответ коровы по потреблению кормов и, как следствие, дает нам понять эффективность наших рационов для нашего стада. Okay, and that response to the feed is known as the feed efficiency, and that's quite easily calculated by the milk production divided by the kilograms of dry matter intake needed to produce that milk. Этот ответ животного на рационы известен как фактор конверсии кормов, когда для расчета мы берем надои и делим на потребление сухого вещества, да, и получаем конверсию корма. Дальше это может быть объемом молока, скорректированный по энергии или нет. И мы, естественно, предпочитаем считать все в потреблении сухого вещества на голову в килограммах, для того, чтобы понять, насколько эффективны наши корма. Okay, and just be careful using feed efficiency in isolation, because again, feed efficiency is a ratio. Опять же, хотим отметить, чтобы вы с аккуратностью использовали параметр конверсии корма сам по себе в изоляции от всех остальных факторов, потому что это коэффициент, который может не давать корректную картину.
Okay, so this is just an example why we should use feed efficiency with caution. Пример того, почему конверсию корма нужно использовать с аккуратностью. Okay, so this was just an experiment looking at the effect of grain processing and forage type on milk production and feed efficiency. Как пример, на ферме рассматривалось воздействие зерновых кормов, и помола зерновых кормов и грубых кормов в рационах животных. Okay, and the one thing I want you to take from this slide is that actually the income over feed costs is closely related to the level of milk production and not to the feed efficiency. Что мы хотим, чтобы вы запомнили, это то, что вот этот параметр IOFC или эффективность кормов или кормовых рационов намного ближе к надою, скажем так, да, и к эффективности, к продуктивности животного, нежели к конверсии кормов. Okay, if you're going to use feed efficiency as a metric, here is some benchmark figures that you can rely on. Если мы все-таки продолжаем использовать параметры конверсии кормов, мы предлагаем вам ориентироваться вот на эти усредненные данные по группам животных. Okay, and just like milk quality, feed efficiency can be a good indicator of health problems or problems with the management of the cows. Так же, как и качество самого молока, конверсия кормов на разных этапах, на разных животных может нам давать большое количество данных и информации о разных проблемах и здоровье животных. Okay, because if we take a cow which loses a lot of weight in early lactation, they tend to have very high feed efficiencies. And then in the later part of lactation, when they're putting the weight back on, they tend to have very low feed efficiencies. Сразу после отела чаще всего у нас наблюдается высокая конверсия кормов, когда коровы у нас худые и они наращивают массу. И дальше ближе к концу стельности следующей конверсия кормов снижается. Okay, I think we'll just skip that one. Okay, so Yes. number 6. Okay, so number 6 is buy and produce quality forages. Следующий момент, конечно, исключительно важен. Это производство или закупка исключительно высококачественных кормов. Okay, and I just want to draw your attention again to this resource provided by Cumberland Valley. Еще раз хотим обратить ваше внимание на вот этот источник данных в интернете от исследовательского института Cumberland Valley. And you can access their database and you can ask for the average values of all the different forages produced in a specific country. Можно получить свободный доступ к данным и получить данные по качеству и количеству кормов, произведенных и в соотношении с произведенным молоком по разным странам. Okay, and they have a nice little metric on the reports which is called milk per ton, which is how much milk you can expect to produce from a ton of this forage of this certain quality. Одна из очень хороших метрик или параметров, которые у них есть, они как раз показывают, сколько молока можно рассчитано получить на тонну определенного вида корма, например, там, на тонну кукурузного силоса или на тонну другого вида корма. Okay, so if we take these corn silage samples as an example, we can see that from the poor quality to the highest quality, there's something in the region of 400 kilograms more milk in the higher quality forages per ton. Если взять для примера кукурузный силос, то от худшего или плохого через средний к высшему виду корма у нас может быть разница в молоке на 1 тонну может доходить до 4 тонн.
Okay, and if you put that on a milk basis, so if you go from the poorest to the highest quality, for 1,000 cow dairy, there's about 2,500 kilos or 2.5 kilos of milk per cow. Just Ну, то есть это в среднем 2,5 килограмма молока на корову, которые можно получить в день только за счет улучшения качества определенного вида корма, который потом, конечно, выражается опять в конкретных денежных средствах. Okay, and the reason for that is quite simple. Okay, so as we increase the digestibility of the forage, then the intake potential goes up, and the milk production level also increases. Тут все просто, когда мы увеличиваем качество кормов или одной единицы корма, мы увеличиваем перевариваемость и, как следствие, сначала потребления, а потом усвоения сухого вещества этого корма одной головой животного. Соответственно, при повышении усвоения у нас вырастает производство молока этим животным. Okay, so are you okay for me to skip on a few slides? Yes, I think we should go on to the slide number 7 or point number 7. Where are you? Okay. 75. 75, okay. So the next thing, of course, is generating pregnancies, okay, because pregnancies drive milk production, okay. So we want a steady supply of cows calving down into the herd to maintain high levels of milk production. Следующий момент – это все, что касается прегрейта и индекса стельностей. Одно дело – это количество или параметр, высокий или низкий сам прегрейт. Другое дело – это прогнозирование и менеджмент, управление этим прегрейтом по месяцам и по году во всем стаде, чтобы количество беременностей и количество отелов было равномерным. Okay, so if we take an example again of 1,000 cow dairy, and the average days from calving to conception is 130, and we reduce that down to 110 days, then there's a significant improvement in profitability. Если опять же для расчета взять среднюю ферму, например, на 1000 дойных голов, где мы уменьшаем сервис-период, например, со 130 до 110 дней, мы оказываем колоссальное воздействие на количество прибыли на этой ферме только за счет улучшения производственных или воспроизводственных параметров. Okay, so one of the key metrics we need to start to adopt on dairies is what we call the pregnancy inventory. Одна из метрик или тот параметр, который мы всегда озвучиваем на большом количестве ферм, это даже не столько pregnancy или прогрейд или индекс стельности, сколько инвентаризация стельностей по ферме. Okay, and what we need to avoid is big fluctuations in this inventory. So have periods or months during the year when we don't have enough animals entering the herd. Наша задача, чтобы у нас не было таких понятий, как провалы отелов или массовые вдруг ни с того ни с сего отелы. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы по неделям, по году у нас было максимально ровное количество и индекса стельности и соответствующих следующих за ним отелов. Okay, so what we need to do is maintain a consistent flow of calvings through the system. Так, чтобы мы могли поддерживать стабильное количество отелов в неделю через нашу ферму в нашей системе производственной. Okay, of cows and heifers. И на коровах, и на нетелях. And one of the benefits of this is the whole dairy system works better when we have consistent numbers of calving on a monthly basis. Для чего нам это нужно делать? Чтобы вся система, все наше производство, молочное производство и животноводческая ферма работали очень эффективно, потому что чем более стабильным будет количество отелов в неделю в нашем сначала
предотельном помещении, и потом в работе с новотельными животными, тем более стабильно у нас будет заполняемость, меньше будет транзитных заболеваний, более ровным животные будут выходить уже в более ровном состоянии на ровные лактации. То есть у нас как бы весь менеджмент оказывается причесанным и планируемым, прогнозируемым. Okay, and it also ensures that we have a consistently low days in milk because the production increases and our days in milk reduces. И, соответственно, у нас может быть достаточно большое количество низких дней в молоке. То есть, когда у нас количество, мы можем проследить взаимосвязь, когда у нас уменьшаются объемы и снижается эффективность. If we maintain a low or target days in milk, then our feed efficiency is consistently better throughout the year. Если мы будем поддерживать KPI и параметры по продолжительности лактации, дней в молоке, и отслеживать, как они влияют на конверсию кормов в разные периоды, это нужно отслеживать не только в конкретный единомоментный момент, прямо сейчас на ферме по всем группам, а по году в разные периоды. Okay, so moving on to point number 8, and this is to ensure that if we're going to cut any costs on the dairy, that we understand what the implications of cutting those costs is going to be. Следующий момент, 8, очень важный. Когда мы говорим о снижении расходов, переменных расходов и об оптимизации переменных расходов, мы должны отдавать себе полный отчет, что это значит и какие именно расходы мы собираемся урезать. Okay, so we have a saying in English which says being between a rock and a hard place. Ну, то есть это как находиться между Сциллой и Харибдой, да, что мы хотим убрать и какие для меня будут последствия, может быть, они будут хуже. Okay, and that's where you're at if you're farming around the break-even point. И как раз если наша ферма, возвращаемся к самому началу, находится прямо рядом с точкой безубыточности, тут какие расходы не сокращай, в принципе, последствия могут быть серьезнее, чем от оставления их. Переменные расходы имеются в виду. Okay, so the key points are we shouldn't cut costs which harm production performance now or in the future. Основная мысль – это что нельзя сокращать просто так, снижать или сокращать расходы, которые быстро повредят производству молока прямо сейчас или в будущем. Okay, because what we quite often see is when times are hard or the profitability is poor, that people tend to cut a lot of costs. And when the milk price increases again in the future, they're not in a position to capitalize on that high milk price because they haven't got the production potential in the herd. Очень часто, и это абсолютно естественная реакция, что случается, когда наступают тяжелые времена, фермы начинают урезать затраты, стараясь сэкономить деньги на что-то другое. И, соответственно, вместо того, чтобы попытаться сгладить и оптимизировать этот процесс, рассчитывая на то, что по тем или иным причинам производство молока все-таки увеличится. И в тот момент, когда ферма выходит из ямы и происходит увеличение молока, ферма не может капитализировать все это дополученное молоко максимально, потому что этот потенциал мог бы быть в разы больше, если бы не были сокращены расходы. Okay, so number 9 is making sure that we get the best performance from our employees on the dairy. Следующий момент – это эффективность сотрудников и обслуживающего персонала. Нам нужно убедиться, конечно, если мы говорим про экономику и прибыльность фермы, что эффективность сотрудников на всех уровнях, на высшем уровне. Okay, because most problems that happen on a dairy, it's down to somebody who hasn't followed a protocol or they're not doing their job correctly.
большая часть проблем на ферме происходит от отсутствия протоколов или от того, что сотрудники не знают о наличии протоколов и о том, что какие-то процедуры поставлены в систему. So it's important that we create robust protocols on our dairies. То есть протоколы, процедуры и стандартные СОПы, стандартные операционные процедуры должны быть созданы на фермах любого размера. We need to understand or identify what the desired outcome of the protocol is. Сначала определяем, что мы хотим от этого протокола, какой результат. We need to ensure that the workers you have agreement with the workers on how they're going to adopt the protocol. Дальше с персоналом и сотрудниками эти протоколы необходимо обсудить и понять, могут ли они быть внедрены, если не могут, какие могут быть проблемы, почему. Okay, and you need to continuously monitor the results and adjust the protocol in order. И, конечно, этот процесс внедрения протокола, исследования уже давно внедренным протоколом, все равно нужно постоянно контролировать и менять по необходимости, корректировать действия или прописанные, опять же, в СОПах процедуры, корректировать под потребности сотрудников или производственные задачи и KPI вашей фермы. Okay, and protocols quite often fail on dairies if we don't provide our workers with training, if we haven't got the resources available to deliver the protocol, and if we don't have the workers with developing a protocol. И почему протоколы проваливаются, бывают неэффективными? Скорее всего, причина в нас самих. Это не потому, что персонал виноват, а скорее всего это происходит либо потому, что отсутствует внедрение этого протокола и объяснение, что мы делаем и для чего, отсутствует обучение персонала, отсутствуют ресурсы или невозможность соответствия требуемым протоколам, и отсутствие обратной связи с сотрудниками, потому что любые протоколы должны быть подстроены под животных, но и под персонал и под сотрудников в первую очередь. И обязательно помните, что у каждой проблемы на ферме чаще всего есть имя, и это имя может иметь абсолютно важное послание, которое может воздействовать на тот или иной протокол. And here's just some simple examples of what happens when we don't follow protocols. Okay, so if we have poor hygiene at calving and we don't follow the calving protocol, then we're going to have increased levels of botrytis. Протоколы и что происходит, когда мы им не следуем. То есть если у нас во время отела, например, не соблюдаются процедуры, не соблюдается гигиена или нарушена процедура самого отела, или если нужно родовспоможение, как следствие отсутствия протокола или неследования протокола наступают метриты. Okay, and let's just remember that protocols and automation, it gives cows consistency in their daily life. Что нам дают протоколы? Протоколы – это основа вообще животноводства, потому что мы с вами работаем с живым организмом и с живыми животными. И крупный рогатый скот, наши с вами коровы – это животные, которым нужна стабильность. Каждый день, в течение суток, каждый час. То есть это должно быть стабильные, надежные, прогнозируемые, скучные условия. Тогда коровы будут хорошо показывать продуктивность. Okay, and when cows have consistency, they respond in terms of milk production. Когда у коров есть стабильность, они нас благодарят производством большего количества молока. Okay, so we'll move to the final point, and the final one is minimizing the shrink. And what we mean by shrink is, for example, it's how much feed that you purchase or produce on the farm, and how much of that actually goes to producing milk from the cow. Последний момент, который мы хотим сегодня с вами обсудить, это сокращение потерь. Если мы говорим про кормление, то мы стремимся, во-первых, просто сокращать потери любых кормов в принципе, а потом, конечно, мы смотрим на это как на
какое количество кормов позволяет нам производить какое количество молока и сколько мы теряем молока от потерь в кормлении. Okay, and we see shrink everywhere on dairies. Okay, we see shrink in the forage piles when we have forage which is poorly preserved, and feed being blown away in the wind, being dropped on the floor. All these are sources of shrink on the dairy. Расходы, если мы говорим про корма, конечно, нас преследуют везде, на любом сегменте и на любом участке животноводческой фермы. То есть это происходит и на складах, благодаря птицам, грызунам, благодаря пыли, разлетающейся от техники работающей. Это все наши с вами корма. Все остатки в траншеях, в курганах, гнилые остатки, испорченные, все остатки, остающиеся с кормового стола. Это все на самом деле живые деньги, и это те деньги, которые не пошли в молоко. Okay, and I've just put a very simple financial calculation here for the impact of 3% shrink in bought-in feed on a 1,000-cow dairy. Очень простой расчет. Хью подготовил калькуляцию в 3% потерь от закупленных концентрированных кормов на молочной ферме в 1000 дойных голов. Okay, and the financial loss is just not associated with that 3% feed that we lose. It's associated with the fact that that 3% of feed never even gets into the rumen of a cow and is given the opportunity to produce milk. То есть одно дело, сколько в деньгах, в рублях занимают и значит, что для нас значат эти потери концентрированных кормов в 3%. Это один аспект проблемы, скажем так. Второй момент – это та сумма в рублях или это тот объем в 3% концентрированных кормов, который никогда так и не оказался в рубцах наших животных и, соответственно, не вышел оттуда в виде плюса, с другой стороны, в виде молока, которое мы реализуем за деньги. Okay, so I would just like to summarize those 10 points that we've covered and just summarize those 10 pieces or 10 areas of your milk production system where you need to focus in order to improve profitability. Про экономику можно говорить бесконечно. Мы на этом хотим на сегодня подвести итог всех моментов, которые мы обсудили, для того, чтобы вы могли вместе с нами понимать, в какие моменты, когда мы говорим об оптимизации животноводства, куда нужно копать и на что обращать внимание, чтобы минимизировать расходы и увеличивать потенциальные доходы для увеличения рентабельности вообще животноводческого комплекса. Okay, and the point is, if you just look at these 10 key points, you can see that they're all interrelated, but all of them are going to have an impact on how much milk you ship from your dairy to cover the costs of production. Если рассматривать каждый из этих пунктов отдельно, можно уделять ему отдельное внимание каждому из них. Но если посмотреть с более высокой точки зрения на все сразу, конечно, понятно, что все эти 10 параметров или все эти 10 пунктов так или иначе взаимосвязаны между собой. Один тянет за собой второй, влияет на седьмой, и так по кругу постоянно они все взаимосвязаны. И именно эти моменты могут увеличить в общем состояние дел на животноводческой ферме, но каждый из них конкретно может показать плюс или минус в конечном продукте, в молоке. Okay, and my final slide is just to really make the point of where Zimpro and Zimpro products fit in with these 10 key points for improving profitability and performance. Как вы поняли, мы сегодня, конечно, мы все время концентрируемся на том, чтобы поделиться знаниями или на обучении, или на том, чтобы создать какую-то дискуссию в открытом,
профессиональном и производственном поле среди нас с вами, как коллег по рынку. Но все равно, конечно, мы не можем не сказать пару слов про компанию Зинпро. Все то, что Хью сегодня нам рассказал, с учетом экономики и как компания Zinpro Corporation может помочь фермам и коровам в аспектах, в принципе, все моменты, озвученные сегодня, компания Zinpro может помочь в этом. Okay, so if you look at those research proven benefits of Zinpro products, you can see how much synergy there is between what we've been talking about today. Если посмотреть на научные данные, которые у нас есть, и на данные, которыми мы, как специалисты компании Zinpro, располагаем, все эти моменты, начиная от надоев, и соматики, и конверсии кормов, таргетно, целенаправленно иметь эффект какой-то, просто там воздействие на сервис-период или улучшение иммунитета. Но в целом все они вкупе оказывают большое воздействие на экономическую прибыльность и на маржинальность производства, то, о чем мы сегодня с вами целый вебинар посвятили время и поговорили. Okay, so I'd like to apologize for going over time and keeping you all on a Friday afternoon. And I'd like to thank Taisha for doing the translation and being very patient with my English. Yeah, thank you. And if there's any questions, whether we've got time now or maybe we can through some other medium. Я хочу сказать, прежде чем Хью попрощается с нами или предложит нам время для ответов и вопросов, хочу все-таки уделить момент и сказать, что наши специалисты и наши дистрибьюторы во многих регионах активно готовы ответить на любые ваши вопросы по всем продуктам. Это аминокислотные микроминеральные комплексы, которые содержатся которые имеются как в виде отдельных продуктов, так и в виде собранных коктейлей или специально подобранных микроминералов, которые помогут решить все ваши проблемы. Мы готовы. Хью попрощался уже или поблагодарил для начала и меня за перевод, и вас за то, что вы послушали и досидели, и то, что мы перебрали время, отмеченное на наш вебинар. Мы вас за это благодарим и очень ценим, и готовы ответить на вопросы, либо отпустить вас уже отмечать конец рабочей недели. Спасибо вам большое, коллеги. Надежда, есть ли у нас еще вопросы, или мы завершаем наш вебинар сегодня? Да, Таисия, у нас есть два вопроса. Я думаю, что нам стоит на них ответить. После этого мы... С удовольствием. Первый вопрос. Почему общее количество молока в сутки важнее, чем надой на одну голову? Ведь одно без другого невозможно. One of the questions, Hugh, is that in the earlier slides you said that the total production of milk shipped from the farm per day is more important than yield per cow per day. Why is that? Because you cannot have one without the other. Exactly, and you need both, right? Okay, but the question is it better to have a full barn of cows producing, let's say, 10,000 kilos of milk, okay, or having an 80% of a barn full with a lower or a higher average production per cow, okay? So the goal is to, the goal is to maximize the amount of milk from the dairy, and she's quite, or he or she is quite right. It should be a combination of the two. But milk production sold is the priority. Это очень правильный вопрос. Спасибо тому, кто его задает, потому что, конечно, мы всегда смотрим на комбинацию и того, и другого параметра. Но нужно понимать, мы хотим, чтобы у нас была, допустим, ферма в 1000 дойных голов со средней продуктивностью, со всей фермы 80% животных дают 10 тысяч литров на лактацию на голову, либо у нас неровное стадо и 80% животных являются с очень низкой продуктивностью,
и остальные 20 вытягивают или дают то молоко, которое окупает расходы. Понятно, что мы, конечно, смотрим на оба фактора в комбинации, но Хью говорит о том, что нужно уделить внимание именно товарности, да, общему выходу товарного молока с фермы с точки зрения экономической и отдачи в рублях, скажем так. So we have, I know dairymen who just watch the figure of average milk production per cow, okay? And they cull cows just to maintain a high level of herd production. Okay? Mm-hmm. Sometimes this means that their dairy is not full of cows, okay? But their fixed costs stay the same, okay? They've still got the same fixed cost, okay? So shipping, it's the volume of milk you ship which pays the bill. Нужно помнить, что у нас по нашим счетам, если мы смотрим на нашу ферму как затратную единицу, да, которую мы должны оплачивать, переменные затраты ежедневно, у нас есть и фиксированные затраты, и переменные, коровы едят, электричество бежит, зарплаты платятся, но если мы будем смотреть только на производство молока на голову в год, мы не сможем понять, мы, может быть, сможем понять, но мы не сможем оплатить не только переменные, но и фиксированные затраты, которые так или иначе у нас есть. У нас есть кредитные нагрузки, у нас есть амортизация оборудования и все остальное. А эти затраты можно окупить и выйти все-таки на прибыльность реальную, а не фактически нарисованную в цифрах, удобных для нас, только после того, как мы будем эффективным образом увеличивать общий выход и общий надой, общую продуктивность фермы в целом по молоку. Я надеюсь, мы смогли ответить на заданный вопрос. Спасибо большое, Таисия. Последний вопрос по сегодняшнему вебинару. Если нет ремонта, разве выгодно содержать непродуктивное животное? Back to the culling again. So how do we work with the fact that we might not have replacement animals or we have poor young stock? If we don't have replacement animals, you're saying it's profitable to keep the low productive animal milking? Yeah, because your fixed cost stays the same, right? Your fixed for operating the dairy is the same regardless really of fluctuations in cow numbers, okay? So every cow you take out to the dairy, which is producing or is producing more milk or is covering its variable costs, okay? Those cows are contributing something towards the fixed cost of the dairy, right? Okay, for paying those costs. Тут вопрос, опять же, о том, какие затраты мы оцениваем. Да, если у нас нету животных на замещение, мы говорим о том, что нужно адекватно оценивать все затраты и понимать, из чего они складываются, и тогда принимать решение, оставляем мы непродуктивное животное или нет. И это непродуктивное животное может, в зависимости от того, сколько молока дает эта непродуктивная корова, потому что она может давать молока достаточно, чтобы покрыть свои наоборот, переменные затраты, и тогда, может быть, стоит действительно ее выбраковать. Но если она дает достаточно молока, чтобы покрыть свои переменные и часть фиксированных затрат, тогда и на ферме, например, хватает места для того, чтобы ее держать, тогда, может быть, стоит отложить выбраковку и оставить ее, перенести на чуть более позднее время, дать корове подоиться, чтобы молоком покрыть какие-то из этих затрат. Okay, but the point is you can't run a dairy without consistently replacing cows, okay? So, forming cows.
Вопрос, ну, завершение ответа на этот вопрос все-таки упирается опять в менеджмент. То есть мы должны либо, не должно быть такой ситуации на производственной площадке, чтобы у нас, или на производственном предприятии, чтобы у нас не было животных на замещение. Мы должны либо прикладывать все усилия к тому, чтобы научиться выращивать молодняк таким образом, чтобы они у нас были на ферме для замещения. С экономической точки зрения мы понимали, сколько они стоят, сколько молока они дадут и на какую продуктивность мы можем от них рассчитывать по будущему молоку. Либо мы должны выстраивать бизнес-модель таким образом, чтобы мы могли экономически позволить себе докупать животных для замещения, чтобы это было все-таки экономически маржинальным и прибыльным бизнесом, а не работой ради работы. Okay, need to keep the cow spaces full of productive cows. Okay, this is that's the bottom line. Ну, главная мысль, что у нас коровьи лежаки должны быть заняты высокопродуктивными коровами. Это самое главное. Надежда, я вижу, у нас еще один вопрос есть, да? Да, есть еще один вопрос. Yeah. Sorry, I thought we are finished. Yes, let's keep on going. Okay, so it's important that if we have these problems like she's describing, that we have those, that we don't have quality replacements to come into the dairy, then we need to change our management so that we stop having these poor productive cows and that we do have better replacement animals to come into the dairy. Okay, again, it all comes down to this management of the whole system. Ну, еще раз все-таки, да, что мы должны понимать, что это бизнес, и бизнес должен приносить прибыль. И это то, что достаточно сложно понять, и достаточно сложно понять, где эти деньги в этом бизнесе находятся, и какие из этих денег прибыльны или маржинальны, а какие исключительно не маржинальны. То есть если у нас на ферме если у нас низкопродуктивные коровы, от которых мы хотим избавиться, но при этом нет молодняка, это не очень хорошо выстроенный бизнес. Получается, что с точки зрения менеджмента нужно работать над тем, чтобы у нас были животные на замену. Соответственно, мы занимаемся сначала воспроизводством, а потом выращиванием молодняка по всем аспектам от нуля до первого отела. И потом мы работаем над тем, чтобы уже переходить к выбраковке более селекционной, чтобы избавляться от низкопродуктивных голов и животных. Менеджмент, менеджмент и менеджмент. Спасибо большое, Таисия. Ощущение, что мы потеряли Хью. Нет, появился. Нет, он здесь, он здесь. Да, вижу. Таисия, последний вопрос. Точно последний вопрос. Формула для Хорошо, расчета. что вопросы есть. Это прекрасно, это замечательно. Спасибо большое, коллеги, за вашу активность. Итак, последний вопрос. Формула для расчета ESM имеет несколько вариантов. Какой вариант предпочтительнее для Джерси? The last question for today, Hugh, or what we expect to be the last question, comes from the south, from a Jersey farm. And the question is that there are several formulas of how to calculate energy-corrected milk. In principle, and in our opinion, in your opinion, which option or which formula works better for Jersey? Good question. To be honest, Отличный вопрос. I don't know, to be honest. I'll be totally honest with you. I apologize, but I can most certainly look at it for you, and if with my opinion and which one I think you should be using. But I think I think you do need to use something which is appropriate to take into account the feed efficiency of a Jersey to begin with, because as we know, Jerseys are very feed efficient, so we need to have something which takes that into account in the calculation. But like I said, if I could come back to you with something.
Ответ следующий, что, во-первых, это очень хороший вопрос, потому что, несмотря, то есть просто по породе нельзя понять эффективность. И как раз у нас и по породам, и по тому, какие формулы используются, экономика разных ферм, даже с одними и теми же породами, если это джерси, например, какие формулы используете, такая и экономика. И поэтому вопрос имеет место быть и очень правильный. Хью предлагает более подробно ответить вам вне рамок этого вебинара, но потому что есть несколько форм, и нужно понять, какая для вас актуальнее, чтобы не ошибиться. Но понятно, что джерси являются очень экономически выгодными с точки зрения как раз конверсии кормов, и вот этот параметр эффективности рационов по джерсеям будет намного выше и лучше, чем может быть по другим породам. Поэтому на вот как energy correct нужно смотреть в сравнении с двумя параметрами эффективности рациона и конверсии кормов по породе. Но мы вопрос записали и обязательно вам на него ответим вне рамок этого вебинара. The other thing is it depends on what he wants to use the correction for, okay? If he wants to compare it, the milk production and the feed efficiency with feeds of animals, then obviously it's going to be a the correction and for which comparison. You have to repeat that. You have to repeat that because it disappeared. I'm sorry. Okay, I'm sorry. So what I was saying was we need to understand what he wants to use the correction for. Okay. Okay. So if he wants to compare it with cows, or if he wants to compare within the Jersey breed, okay, if he wants to make that correction. So it's important that we know what comparison he wants to make. That would be helpful. Ну и отвечая на последний вопрос по поводу корректировки молока по энергии для джерсей, нужно понять, как мы хотим корректировать, что хотим. То есть либо мы корректируем и сравниваем показатели молока по джерсеям с другими породами, либо мы сравниваем с породой джерси, но по другим фермам и другим странам. В зависимости от целей выбирается разная формула, потому что разные фермеры и разные институты, соответственно, хоть американские, хоть европейские, датские, считают по-разному. Ну что, коллеги, спасибо. Да, спасибо большое. Я хотела сделать анонс. Я, во-первых, хотела поблагодарить нашего спикера Хью за потрясающую презентацию, очень насыщенную. И мы не успели, конечно, проговорить все слайды. У нас есть еще в планах презентации именно по продолжению экономики. А я хочу сделать два анонса и рассказать вам, во-первых, еще раз про книгу по хромоте КРС, которая наконец-то ушла уже в печать, и теперь мы ждем готовый тираж. Как только она появится на нашем с вами поле, это будет очень хорошим атласом по хромоте, по анатомии копыт животных и КРС в частности. Я очень рекомендую всем ее найти и заполучить. Она будет доступна на Озоне, она будет доступна у региональных представителей, дистрибьюторов. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием вам ее отправлю или расскажу, где взять. Очень рекомендую дать ее всем ортопедам и всем обрезчикам, хоть наемным, хоть внешним специалистам, которые работают у вас на фермах. И второй анонс – это то, что сегодняшним вебинаром мы заканчиваем первую серию этого лета. Мы с вами прослушали, выдержали, почерпнули много нового из 6 вебинаров за это лето, начиная с июня, с начала июня. Я благодарю всех коллег, кто участвовал в этой затее, и судя по реакции рынка, вам интересны наши вебинары. Я тоже вас, лично слушателей, за это благодарю. Мне это очень важно знать, как инициатору, о чем рассказывать, какие темы поднимать. И хочу вас обрадовать тем, что у нас будет вторая серия, которая начнется уже в конце этого августа.
И в следующей серии вебинаров у нас будет и наш специалист компании Zinpro Джефф Уайерс, который будет рассказывать про качество кормораздачи и подготовки кормов, конкретно практика на хозяйстве, как работают кормосмесители или как они не работают, куда смотреть, как увеличить выход корма или снизить затраты, и как улучшить экономику, как проверять ножи и так далее. Но, наверное, еще более крутой новостью является то, что одним из спикеров этой осенью будет Найджел Кук, которого все очень просят и очень ждут. И мы будем делать очень длинный и очень подробный вебинар про комфорт молочных коров. Поэтому я вот рассказываю вам, чтобы вы рассказали своим специалистам. И это, наверное, будет в октябре. Мы сейчас фиксируем даты. Скоро будет готово приглашение. Также в этом вебинаре или в этой серии вебинаров будут участвовать наши с вами любимые спикеры. Это будет и доктор Хью, и доктор Адам, и доктор Артура, и уже даже наши специалисты, мы сами из компании и команды КРС от Zinpro. Это будет и Александр Родионов рассказывать про вирусы, и Ольга Гусева будет рассказывать про протоколы работы с новотельными коровами. Ну и я, Таисия Мортенсен, я вам расскажу еще раз про выращивание здоровых телят в молочную фазу. Поэтому я благодарю вас за внимание. Спасибо, что провели с нами день пятницы.